Это очень странно, но мой путь часто начинается в 7:40 утра. Ну и вот сейчас именно это время. И я снова в кузове пикапа. Теперь еду в монастырь Ват Там Воа. Еду я сегодня в компании вот с такой рыбой. Замечательные люди провезли меня, наверное, километров 10. И теперь мне нужно добираться до монастыря непосредственно. Такая вот развязка. И я стою здесь для того, чтобы меня было хорошо видно и было где остановиться. На этот раз меня подобрала прекрасная девушка с ником Rainy Lada, которая была сильно погружена в свои мысли и почти не отвлекалась от дороги. Путь не занял много времени, и примерно через полчаса я был на месте. Вот, наконец-то, знакомая автобусная площадка, остановка. До монастыря осталось совсем недалеко. Я дойду до него пешком. Но сначала нужно взять в магазинчике что-нибудь поесть, потому что я даже не завтракал. Сейчас выпить бы кофе. Пойдем посмотрим, что там. Вот такой здесь магазинчик. Правда, бабуля совершенно не понимает по-английски. Вот, есть тут кофе, значит, но он холодный. Ну ладно, придется пить холодный, что ж поделать. Возьму вот такой вот латте и добавлю я к этому бананы, наверное. Вот такой вот сегодня завтрак из 2 бананов и холодного кофе. Здесь вот, как обычно, товарищ релаксирует. Несколько лет назад, когда я прибыл сюда впервые, здесь была только дорога. Теперь же построили какие-то магазинчики. Кстати говоря, здесь совсем недалеко находится китайская деревня. Настоящая китайская деревня. Непонятно, каким образом сюда китайцы переселились, но тем не менее. Итак, друзья, я стою прямо перед знаком, указывающим на то, что здесь начинается дорога в монастырь Ват Там Воа. И монастырь приглашает нас попрактиковать медитацию и випассану. Если приглашают, надо идти, подумала Элли. И пошла по дороге, вымощенной, если не желтым кирпичом, то качественным асфальтом. Випассана – это период времени, в течение которого ты стараешься максимально освободить свой ум от ненужных мыслей. Посвящаешь большую часть этого времени медитации. Правила и традиции всего этого периода випассаны различаются. То место, куда я сейчас направляюсь, это очень такой лайтовый вариант випассаны. То есть ты по желанию можешь разговаривать с людьми. У тебя нет каких-то жестких ограничений, как в монастырях Непала и Тибета. Здесь ты можешь не только пить воду, тебя будут даже кормить 2 раза в день, потому что монахи едят только 2 раза в день. Очень рано утром, около 5 утра, и, по-моему, в 11 утра. На этом трапезы заканчиваются, и все остальное время будет уделяться именно медитации. Но если у практикующего возникает непреодолимое желание поесть, то на территории монастыря даже есть небольшой магазинчик, где ты можешь купить какие-то простые снеки, кофе, лапшу, печенье и даже мороженое. Вы только полюбуйтесь, в какой живописной
местности будет проходить моя випассана. Кстати говоря, по длительности випассана тоже бывает разная. Как правило, рекомендуют проходить курс не менее чем от недели, и порой она длится до 21 дня. У меня не так много времени, и здесь я проведу около 3 дней. Прямо за моей спиной главные ворота в буддийский монастырь Wat Tambua. На территории монастыря нельзя громко разговаривать, нежелательно пользоваться телефонами и всякой другой электроникой. Так что, видимо, я буду что-то снимать, но прям совсем из-под тишка. Буду делать какие-то заметки. И я очень надеюсь, что этих коротких заметок потом будет достаточно для того, чтобы сложить какое-то общее впечатление, общее видео про этот монастырь. По-моему, идет медитация. Так что нужно говорить тихо. Вот эта женщина повела меня на регистрацию. Сейчас на регистрации меня попросили сделать ковид-тест совершенно бесплатно. Вот. Даже то, что я вакцинированный, их не убедило в том, что не нужно делать этот тест. Они прям настоятельно попросили так. Я сделал тест, он оказался негативным. Вот, и мне дали сейчас ключ, чтобы я отнес свои вещи в свою собственную комнату. Вообще поразительно, потому что в прошлый раз я жил вот в таких вот больших домах, и там что-то вроде такого общежития, хостела. А теперь мне дали свою комнату. Да, видимо, донейшн нужно будет оставить весьма и весьма солидный. Так, вот уже и мой дом на ближайшие как минимум 3 дня. Лакшери вилла какая-то. Итак, друзья, вот такая комната. Вот такая деревянная жесткая кровать, чтобы жизнь медом не казалась. Вот на ней коврик. И все. И больше ничего. Так, а здесь? А здесь собственный санузел. Боже мой! Это счастье. Но я правда не ожидал, что настолько радушным будет этот прием. Теперь я иду снова на стойку регистрации, чтобы мне выдали, так сказать, униформу. Увидите сами, какая она. И кажется, мне еще должны дать какое-то легкое одеяло и тонкий матрас. Ну вот, как я и говорил, дали матрас, даже подушку дали и легкое одеяло. Так что можно спать даже на деревянной кровати. После получения абсолютно белой одежды и матраса я сразу отправился в главный зал и застал самое окончание утреннего класса по изучению медитации. После нее был ланч, но не будем забегать вперед. Чтобы сложить полное представление об укладе жизни випассанирующего, я опишу следующий полный день своего пребывания здесь. Друзья, утро в монастыре начинается очень рано. Предполагается, что в 5 утра ты встаешь и медитируешь в своей комнате. Честно сказать, я не смог проснуться. Сейчас 6:30 и слышен звук колокола, который призывает всех собраться
в главном зале для того, чтобы начался обряд приношения еды монахам. Обряд, когда каждый отдает ложку риса монаху, символизирует древнюю традицию подаяния странствующим. Тем самым ты не только привносишь добро в окружающий мир, но и улучшаешь свою собственную карму для будущих жизней. Короткая молитва, и все отправляются на завтрак. В этот раз меня попросили помочь отнести монахам еду в соседний храм. Will you help us serve the monks? Of course. Will you carry this? Drop off your plate. What should I Oh, do? perfect. Just follow us, single file. You have a plate? Okay. Come on. Oh, okay. You need to be in front because you're a man. Ага. И интересно то, что мужчины всегда идут впереди всей цепочки. Вот дали бананы, сказали, неси бананы. Что делать? Несу банан. Вот мы зашли в какой-то другой молельный зал. Wait. Okay. Okay. Thanks to the Lord Buddha. Ага. Anjali Vanta Apiwa. Anjali Vanta Anjali. Thank you so much for coming down and helping. Are you having a good time here? As far as sleeping well? Good. I'll give a short blessing and then we will, and then you can go have your breakfast. Sabitiyo vivajantu sabarogo vinasatu mate bhavat vantarayo sukhidi. Anjali Vanta Apiwa. Anjali Vanta Anjali. Монах нас всех благословил и пожелал хорошего, успешного дня медитаций. Мы возвращаемся в главный зал, дабы насытить свои бренные тела. Интересно, что во время раздачи еды мужчины и женщины снова разделены на две разные очереди. Вчера сидел на этом же месте и оставил банан. Банан по-прежнему здесь. Вся еда вегетарианская и просто потрясающе вкусная. Иногда бывает соевое мясо, рис и огромное количество разных добавок. И все они настолько своеобразные, настолько непривычные нам. Некоторые запахи мы привыкли чувствовать исключительно, например, в духах, либо в стиральном порошке. А здесь эти запахи появляются у тебя в еде. И сначала это очень непривычно, но потом ты понимаешь, что ну да, такое тоже может быть и имеет место на существование. Ну вот, народ позавтракал, и мне сказали, что следующая медитация начнется в 8 часов. Ну правильно, после завтрака, такого сытного, нужно прогуляться. Друзья, это легендарная собака, его зовут Пуй Дог. Когда я здесь оказался 5 лет назад, он был в самом расцвете сил. Сейчас он уже старый и хромает на одну ногу.
но по-прежнему зовет всех на богослужение, когда начинает звонить колокол, и даже подпевает во время того, как монахи и трудящиеся читают мантры. Правда, ранним утром я встретил здесь еще одного красавца. Именно в этот момент на меня снизошло озарение. Ведь это новый Пуй-дог. Ну, всем понятно. Новый Пуй, старый Пуй. Старый Пуй, новый Пуй. ทุกท่านนะก่อนเริ่มปฏิบัติภาคเช้ากราบพระบูชาพระตถาคตนะ Good morning everyone before we begin to practice meditation. Утренняя медитация начинается. Зажигается свет в главном холле. Подходят участники событий. И скоро придут сами монахи. Все начинается с мантр. Далее ходячая медитация, в процессе которой все выстраиваются в цепочку и ходят по саду. Впереди идет монах, а за ним все послушные такой цепочкой. Во время такой медитации тебе нужно представить, что ты никуда не двигаешься. И действительно, через несколько минут ходьбы ловишь ощущение того, что ноги существуют как бы сами по себе. Но при этом обостряются ощущения в стопах. Еще один плюс к тому, чтобы ходить по дорожкам именно босиком. Летом погода в этой части страны весьма изменчива, но медитация проходит даже тогда, когда с неба падают капли воды. Сегодня утром немного дождливо, поэтому наша процессия выглядит достаточно сюрреалистично. Прошли 3 больших круга. После возвращения в главный зал все рассаживаются на подушки и готовятся к следующей медитации – сидячей, а затем и лежачей. Can change to right hip. Vilamanukita. Eyes move to your nose, feel your nose. Nose go to mouth. Mouth go to neck. Neck go to right shoulder. Right shoulder go to right elbow. Вот эта фигня сейчас по мне ползала, пока я медитировал. Я этой штуке явно чем-то понравился. А если такая заползет ночью куда-нибудь в штаны?
Эта часть длится около 45 минут. В этот момент нужно концентрировать внимание на своем дыхании, стараться ни о чем не думать, но и не уснуть. Такое промежуточное состояние между сном и бодрствованием. В первый день я был настолько взбудоражен воспоминаниями, что даже лежать не мог спокойно, не говоря уже о том, чтобы отпустить свой разум. После коллективной медитации можно обратиться к монаху, посидеть в тесной компании, задать интересующие вопросы, получить ответы. Крайне редко, но среди тайских служителей Будды попадаются и европейцы. Например, этот монах родом из Великобритании, проходил обучение в образовательных центрах Тибета и Непала. Бывает здесь время от времени и дает лекции. Это главный холл, где народ обедает. Вот таким вот образом здесь утилизируется пластик. Вот напоминалочка, что просто бутылку желательно не класть, нужно ее смять. А вообще лучше снять пробку, потоптаться по ней, закрутить пробку, и таким образом бутылка будет максимально плоской и будет занимать минимум места. Здесь, так сказать, место для того, чтобы мыть посуду. Каждый моет посуду сам, и это правильно. Вот так вот сушатся ложки, вот так сушатся тарелки. А тут работают прекрасные женщины. Совсем недалеко от главного холла находится главная кухня. Сюда в 4:30 утра ты можешь прийти поволонтерить, помочь с чем-нибудь для готовки еды. Но я так и не сподобился. Мне очень стыдно. Прям очень. А теперь мы с вами движемся по одной из главных аллей. По правую сторону от меня находятся домики, или как их здесь называют, кути. Здесь живут те, кто приехал в монастырь для того, чтобы постигать таинство медитации, освободить свой ум от нежелательных наслоений цивилизации, ну и, конечно же, насладиться столь впечатляющим видом. Здесь, получается, совсем рядом стоят две горы, и вечером можно видеть, как вот прямо между ними восходит луна. Можно наблюдать звезды, потому что световая загрязненность, так скажем, совсем невелика. И, боже мой, как это приятно ходить по траве. А вот этот дом
побольше, чем те, которые мы видели. Это общежитие. Часто бывает так, что во время крупных празднеств сюда прибывает огромное количество народа. И вот таких маленьких домиков перестает хватать на всех. Сейчас я ушел так основательно подальше от главного зала. И здесь можно наблюдать небольшие огороды. Что на них выращивают? Вопрос. Все-таки этот настоятель монастыря очень позитивный. Он мне такой: young man, lunch. А я ему говорю: I need to charge the battery and I'll be back soon. Вот так вот все у нас тут происходит очень позитивно. И это важно. Рацион, предлагаемый в середине дня, напомню, что это 11 утра по монастырскому укладу, отличается гораздо большим разнообразием. Способ подношения еды монахам тоже немного другой. Святейшие приходят в главный зал, рассаживаются на помосте, а послушники занимаются тем, что передают кастрюли и подносы по цепочке. Поскольку монастырь находится на севере Таиланда, то и в кухне прослеживается заметное отличие от того, что можно встретить в остальных регионах страны. Много фруктов и овощей, а иногда даже что-то похожее на веганский бисквит. Фасоль с какими-то овощами и тушеным соевым мясом. Вот эти штуки похожи на чипсы, но по консистенции они как пенопласт. Но вкусно. Ну и рис, куда же без него. Кофе 3 в одном. После ланча барабан созывает всех на дневную медитацию. Настоятель монастыря Аббот благодарит всех за участие в церемонии подношения, дает наставления новоприбывшим, рассказывает о том, как себя настраивать и что именно нужно делать, чтобы медитация была успешной. Такие беседы называются дхарма-ток и плавно переходят в сам ритуал. Полуденная практика по последовательности действий почти полностью повторяет утреннюю. Выключи свой мозг, войди в поток. Это не смерть, это не смерть. Отбрось все мысли, сдайся пустоте. Это сияние, это сияние. Ты узри значение внутри. Бытие, бытие. Любовь есть все, и каждый есть любовь. Это знание, это знание. Невежество оплакивает смерть. Это вера, это вера. Но послушай цвет своей мечты. Это не жизнь.
играй в игру существования до конца. И сначала, 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 и I shoot the left side of the right nostril อาตมาเลือกด้านซ้ายของรูจมูกด้านขวาเพราะ Пуйдог. Хороший пуйдог. Хороший. Хороший. После медитации в середине дня наступает условно свободное время. По желанию ты можешь волонтерить в этот час на кухне или подметать дорожки от нападавших на них листьев. Вот смотрите, друзья, это секретная карта монастыря Wat-Tam-Bua, которая нам говорит о том, что здесь есть еще 3 пещеры. Я думаю, вам это будет интересно. Нужно исследовать их. Я сейчас двигаюсь как раз по направлению к пещере. Вот такая здесь лестница, поросшая травой и мхом. А я сегодня, кстати, босиком специально для того, чтобы дать ногам отдохнуть от сандалий и почувствовать текстуру живой природы. Вот одна из пещер. Это просто углубление в скале, которое уходит вот туда ввысь. Дорожка действительно очень такая поросшая мхом. И я чувствую, как по моим ногам уже бегают десятки муравьев. И что же здесь мы видим? Вот это да! Здесь гораздо интереснее. Смотрите, здесь обустроена площадка. Вот, пожалуйста, статуя Будды, сидящего. Вот такая нависающая над тобой скала. Это тоже как бы пещера. И снова Будда. Снова алтарь с фотографиями монахов, живших здесь в разные периоды существования монастыря. Вот здесь зажигаются свечи. Ящик для пожертвований. Когда я буду уходить из монастыря, я тоже оставлю пожертвования в таком ящике. Шкаф, по-моему, закрыт. Ладно, не будем вандалить и маргиналить. В этом шкафу тоже какие-то фотографии. Старая фотография монаха. Вот так вот, возможно, не будет бликовать. Или это не монах. Непонятно, кто это. Такой достаточно затхлый запах из шкафа. И здесь снова же статуэтки Будды. Друзья, смотрите, что я нашел. Кажется, вот в этом углублении хранятся вещи, которые уже отслужили, так скажем, свою жизнь. В буддизме обычно предметы культа
запрещено выбрасывать, и их просто относят в какие-то пещеры подальше от человеческого глаза, так скажем. Вот смотрите, что это такое. Это, по всей видимости, керосиновая лампа. Вот здесь был еще стеклянный фонарь для того, чтобы горелку не гасило ветром. Вот, что здесь еще есть? Ну вот, и вот эти кувшины, котлы, так скажем, котелки, в которые монахи кладут пищу. А вот там наверху еще один Будда. Вот таких табличек здесь тоже весьма большое количество. Смотрите, здесь в бетонной дорожке отпечатались не только человеческие следы, но еще и собачьи. Думаю, эти священные следы оставил никто иной, как Пуйдог. Здесь прям джунгли. Не такие, конечно, как там у водопада, но все пышет растительностью. Друзья, смотрите, как здорово. Если ты пришел сюда по этой усланной мхом дорожке для того, чтобы помедитировать, и если тебя застал дождь, то ты можешь укрыться вот под этой крышей. Все для людей. Я не знаю, насколько фотогенично я сейчас выгляжу, или совсем не так, ибо зеркало в моем домике отсутствует абсолютно. Хочется сказать несколько слов о том, что я чувствую на второй день пребывания здесь. Конечно, то время, которое я посвятил медитации, пока что ничтожно. И говорить о чем-то, наверное, не имеет смысла. Но пока я чувствую, что мой ум, наверное, стал даже более беспокоен, чем он был до прибытия сюда. Возможно, это связано с тем, что сменилось окружение. То есть то, что я вижу своими глазами, производит впечатление спокойствия. Однако разум говорит: нет, хозяин, давай, живи в своей спешке дальше. Это первое. Второе. Сегодня ночью я очень плохо спал. Уж не знаю, что тому причиной. Либо жесткая кровать, либо, опять же, переполненность мыслями. Но сны были очень странные. Все сплошь какие-то воспоминания. Вот, пожалуйста, идешь, а у тебя над головой растет, по-моему, это помело. Is it помело? Помело? Thank you. Ну так вот, вернемся к мыслям. Когда я здесь был 5 лет назад, боже мой, а это что такое? Похоже на папайю. Вроде бы это она. Итак, когда я был здесь 5 лет назад, have a nice day. Когда я здесь был 5 лет назад, мне предстояло принять важное решение относительно работы. Сейчас история повторяется. Мне снова приходится много думать о предстоящем проекте. Вот такое вот странное стечение обстоятельств. Какое тут освобождение ума, если приходится думать о работе.
Помедитировал, называется. Как вы думаете, друзья, что это такое за моей спиной? Вот это все поле. Как думаете, на нем играют в футбол или на нем играют в гольф? А вот ничего подобного. Это просто парковка для автомобилей. Ну что, надо прыгать. У вас когда-нибудь так случалось? Заходите вы в православный храм, и тут же появляется какая-нибудь бабуля, которая говорит: а что ты сюда пришел в джинсах? Почему пришел в кроссовках? Да ты вообще не здесь стоишь, креститься не умеешь, иди отсюда скорее. Оказывается, вот в буддийском храме тоже есть такие бабули, но не бабули, есть такой мужик, который, видимо, очень сильно просветленный, вот, и всем дает советы. Как-то я пришел, сел на свободное место, он говорит: ты не здесь сел, сядь туда. Когда мы идем на ходячую медитацию, он вклинивается абсолютно в любое место. У прибывших сюда туристов даже сложилась такая шутка, что степень твоей просветленности зависит напрямую от степени засиженности твоих белых штанов. Ну так вот, у этого чувака эти штаны просто черные. Нирвана, как она есть. Я думаю, что это самый просветленный человек. Меж тем приближается время самой священной части дня в монастыре – вечерней службы. Сначала звучат мантры на 3 языках – тайском, балийском и английском. Для меня, как для музыканта, был интересен момент проникновения в традиционные буддийские песнопения. Я бы сравнил эту систему интонирования с древнерусскими гласами, но лишь отчасти. Примерно с такими же интонационными вариациями читаются стихи перед началом пения хора в православном храме. Бакен начинает подпевать некоторые песнопения. Вслед за Собакеном и я стал подпевать.
far from defilements, perfectly enlightened by himself. Supatipanno Bhagavato Sāvaka. Удивительно, что при декламации молитв тебе иногда весьма просто уследить за движением мелодии, как вдруг она внезапно уходит куда-то, а ты в этот момент лажаешь, и тебе стыдно, что ты не попал. Это и есть профессиональная деформация. Sāvakāto bhagavata namo pratam pentam ti prabhuvi pracha pravaidireo te dhamma is well expounded. Whatever evil karma I have done to the Buddha, towards the Buddha. На самом деле, именно вечернее богослужение самое сильное. Когда ты поешь, ты как бы открываешь все свои чакры и погружаешься в медитацию. Особенная атмосфера возникает еще и потому, что в молельном зале выключается свет, и ты остаешься один на один со своим непослушным разумом, звуками природы и пением сверчков. Удивительно, но несколько лет назад, когда я был здесь впервые, мне удалось поймать это незнакомое до того момента состояние. Непередаваемое ощущение легкости, спокойствия и пофигизма в хорошем смысле этого слова. Уходит желание контролировать все и вся в своей жизни, пропадает твоя гиперответственность и перфекционизм. Ты становишься каким-то новым не только для себя, но и для окружающих. Перед отходом ко сну у тебя есть время для того, чтобы выпить чашку чая, почитать духовную литературу на практически любом из языков или негромко пообщаться с коллегами по випассане. Why you came over here? What's the purpose of visiting this beautiful Vatpa monastery, Vatpa Tamwa? Because I need to think about many things of my life and make a right decision. So this is the purpose? Yes. Okay, it means that this technique, meditation, would help you to solve your purpose? I think so. You think so? Yes. Okay. Like from where did you get the information about this monastery? Actually, my friends told me about this monastery. Okay. And I decided to go. Доброе утро, друзья! По традиции в 7:40 утра я начинаю свой путь. Сегодня я говорю до свидания
гостеприимному монастырю Wat Tam Voa и направляюсь в Чангмай. Посмотрите, друзья, какая красота за моей спиной. Там над горами клубятся облака, пар, утренний туман. И такая же картина впереди. Просто потрясающе. Должен сказать, что я обожаю утро, раннее утро, когда у тебя еще свежие мысли, когда не жарко, и ты идешь налегке по прекрасной дороге. Я думаю, что время суммировать некоторые впечатления о монастыре Wat Tam Voa. Удалось ли мне постичь таинство медитации? Да, конечно же, нет. Потому что я пробыл здесь всего 4 дня, и все они были наполнены какой-то суетой. Во-первых, это, конечно же, съемки. Очень хотелось набрать побольше материала. Во-вторых, меня отвлекали рабочие моменты, потому что, к сожалению, жизнь наша такова, что если ты не на связи, то тебя быстро забывают и перестают к тебе обращаться по каким-то очень важным вещам, проектам, вопросам. Возможно, если бы я отключился от этих задач, мне бы удалось прикоснуться к моменту нирваны, ибо монахи и настоятель прекраснейшим образом объясняют, что для этого нужно делать, как правильно медитировать, как мыслить. Господи, какая красота! Но есть такой момент. Программа, как таковая, она отсутствует. Hello, good morning. Hello. Leaving today. Yeah, I'm leaving. About to working here. Thank you so much for this practicing, Yeah, visiting. for this knowledge. Happy. Thank you so much. The next time we come back. Yeah, I will be back. Where you come from? I am from Russia. Oh, nice people. Nice, no? Thank you so much. Tell Russia people come here. Okay. So many Russia people here come here. Yeah. Thank you so much. Meditation, vipassana, make the mind you happy. I wish you all the best. Look you happy. Oh, like to help people to happy. Thank you. Bye bye. Bye bye. Take care. Вот как здорово. Это был как раз настоятель монастыря. Он уже занимается своими заботами с самого утра. Ну так вот, программа как таковая отсутствует. И некое подобие программы, оно рассчитано на очень непродолжительный срок. Поэтому на 3-й день вечером я уже слушал ту лекцию, которую я прослушал в 1-й день. Ну и еще были моменты, которые я назвал православная бабушка. Я говорю о том самом мужике, который пытался учить меня жить, что мне делать, как мне поступать. Ну, тот самый, который в засиженных штанах. И еще я выяснил, почему в комнате не было зеркала. Оказывается, что это сделано специально для того, чтобы ты концентрировался не на внешнем собственном облике в том числе, а именно на том, что у тебя внутри. И поэтому, когда я найду зеркало, первое, что я сделаю, это побреюсь, потому что борода чешется и, черт возьми, жарко. Ну а в остальном мой опыт пребывания в монастыре — это исключительно положительные впечатления. Вот, я уже пришел на остановку. Сейчас будем ловить машину.
Кстати, а вот тут рядом с магазином есть туалет. А здесь, пожалуйста, зеркало. Можно бриться. Free bananas and a sleepy dog. Absolutely for free. Ну, чувак, ну давай уже остановись. Ну почему?